Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что же нельзя делать в новогоднюю ночь, а также что обязательно нужно сделать, как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь и с кем такой великий, волшебный, магический праздник лучше не встречать. Об этом более подробно мы с вами поговорим далее в этом видео, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет много полезной, важной, нужной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной информации. Итак, друзья, новогодняя ночь – это волшебная ночь, и мы все с нетерпением ждем этого времени для того, чтобы загадать желания, для того, чтобы встретиться с любимыми и дорогими нам людьми, для того, чтобы просто поздравить друг друга, подарить какие-то, возможно, символические подарки, но когда каждому человеку приятно это получить, сделать, это достаточно важно для каждого человека, потому что наши вибрации тем самым повышаются, а значит те желания, те мечты, те слова, которые мы говорим, они утраиваются, а иногда и умножаются во многое количество раз. И мы должны понимать о том, что магию вот этой новогодней ночи мы создаем сами, соблюдая при этом ряд особых ритуалов и народных примет. Касательно мы должны с вами понимать того, что очень важно провести правильно ночь с 31 декабря на 1 января и, конечно же, само 1 января. И, конечно, в этом видео мы уделим внимание этим моментам для того, чтобы вы все-таки правильно провели это волшебное время и чтобы для вас 2022 год был волшебным, магическим и интересным. Итак, что же не нужно делать в новогоднюю ночь? Вы знаете, прежде чем загадывать вот любое желание в новогоднюю ночь, не нужно думать долго над его формулировкой. Главное, не использовать отрицательную частицу «не» или «нет». Например, вместо «не болеть» лучше используйте, что вы хотите быть здоровыми. И используйте все то, что можете действительно или вы хотите привлечь в 2022 году. Также, загадывая желание, а мы с вами, как правило, в ночь с 31 декабря на 1 января загадываем желание в 12 часов ночи, когда часы 12 бьют, поэтому никогда о своих желаниях не рассказывайте никому, ни во время, ни после новогодних праздников. Иначе просто оно не сбудется, потому что когда вы высказываете свое желание кому-либо, вы таким образом отдаете часть энергии тому, что окружает вас. И, соответственно, таким образом получается, что вы передаете эту энергию. И, соответственно, ваше желание может не исполниться или исполниться, но не так, как вы хотели. Также обращаем ваше внимание, что ни в коем случае не пришивайте пуговицы. Да, кто-то сейчас удивится и скажет, ну кому же это интересно и нужно? Но вы знаете, есть такие люди, которые решат, что им в ночь с 31 декабря на 1 января нужно пришить пуговицу. Знаете, если вы вообще что-либо решите сшить, это говорит о том, что вы не сможете свои решить старые проблемы в новом году. Также этот 2022 год ни в коем случае не встречайте одни, не нужно встречать в одиночестве, потому что мы с вами, когда ставим себе цель, что мы проводим в одиночестве, нам не с кем встретить Новый год, таким образом мы посылаем во Вселенную посыл того, что действительно мы одни. Нам никто не нужен, и мы никому не нужны. И, соответственно, мы декларируем о том, что мы можем сами по себе пробыть в этом мире. Поэтому ни в коем случае не стремитесь именно с ночи на 31 на 1 января пробыть одни в одиночестве. И, пожалуйста,
держитесь подальше от социальных сетей, потому что, знаете, это в какой-то степени такая энергетика, которая нас захватывает и уносит в этот виртуальный мир, и мы забываем о времени, о своих каких-то прямых обязанностей, о том, что нам нужно сделать, что не нужно делать и так далее, и так далее. Поэтому, во-первых, встречаем Новый год с любимыми, дорогими людьми. И второе, подальше от социальных сетей. Если вы хотите, возможно, провести интересно эту ночь, возьмите, включите какой-то интересный фильм. Или вот можно включить какое-то новогоднее шоу. Это, вы знаете, скорее всего, будет даже оптимальным для вас вариантом. Также не стремитесь встречать праздник в исключительно женской компании. Если у вас по-другому не получается, а мы знаем, что по-всякому бывает, то после боя курантов нужно выйти и поздравить, ну, например, соседей мужского пола, для того, чтобы вы тем самым привлекли в свою жизнь мужскую энергию. Также ни в коем случае не отмечайте праздничную ночь в старой одежде. Поэтому самый радикальный вариант – не нужно надевать новые вещи всю неделю до праздника. А вот очень будет здорово, что если вы в новогоднюю ночь 31 декабря оденетесь в новые одежды. Конечно, сейчас достаточно тяжелое время, и не каждый может себе позволить одеть все, вот обновить свой гардероб. Но хотя бы какие-то, возможно, аксессуары, например, какую-то кофточку, юбочку. Возьмите, купите себе новое, порадуйте себя. И пусть эта обновка принесет вам удачу и благополучие в 2022 году. Также ни в коем случае не встречайте новогоднюю ночь с пустыми карманами, иначе о достатке и финансовой стабильности в наступающем году можно не мечтать. Поэтому обязательно в те карманы, которые у вас есть, положите монетки, банкноты и представляете, что эти деньги привлекают еще больше денег в вашу жизнь. Ни в коем случае не нужно, чтобы в вашей жизни вот именно в эту волшебную новогоднюю ночь были пустые карманы. Также, пожалуйста, 31 декабря накануне не нужно брать в долг. И лучше вообще постараться не одалживать деньги в период с 31 декабря по 19 января, потому что вы должны понимать, что это достаточно сильное, волшебное и магическое время. И тем самым вы даете определенные посылы в космос высшим силам, что вы готовы дружить с эгрегором кредитов, с эгрегором долгов, а не наоборот находиться в состоянии изобилия и достатка. Далее, что не нужно, пожалуйста, на своем праздничном столе постарайтесь не использовать в меню крабов, омаров и прочих гадов с клешнями. Их не должно быть. Но вот на крабовые палочки табу не распространяется. Дело в том, что спросите, а почему именно крабы, омары, там, возможно, тут раки любят. Здесь объяснение достаточно простое. Дело в том, что ракообразные, они привычно пятятся назад. И, соответственно, это говорит о том, что старые проблемы будут преследовать вас весь следующий год. Поэтому, чтобы этого не было, постарайтесь это не использовать на своем столе. И, конечно же, в канун самого праздника, 31 декабря и первый день Нового года нельзя ругаться, не нужно ссориться, не нужно выяснять отношения. Так вы себе не поможете, а только усугубите ту ситуацию, в которой вы находитесь. И постарайтесь 31 и 1 января создать атмосферу мира, доброжелательности. Возможно, вам неприятны какие-то ситуации, потому что у каждого своя жизнь, у каждого, возможно, есть какие-то проблемы, нюансы. Но вы должны понимать, что если вы будете ругаться, выяснять отношения, то ни к чему это хорошему не приведет. Таким образом, вместо того, чтобы привлекать энергию изобилия, достатка, вы будете привлекать энергию разрушения, деструктивной энергии. Нам это с вами не нужно. Кроме того, вы должны понимать, что как вы встретите 31 декабря и саму ночь, а также 1 января, так и у вас пройдет весь год на протяжении 2022 года. Поэтому постарайтесь провести это время ярко.
интересно. Придумайте, если вы умеете креативить, вы умеете что-то интересное, приглашайте к себе. Возможно, пригласите тех людей, которые, возможно, будут удивлены вашему приглашению. Не бойтесь ничьих осуждений. Ну, не придут к вам на праздник, ну и не надо. Но главное, вы позвали в свою жизнь. Дело в том, что когда вы начинаете звать, приглашать, но помним, да, что мы с вами должны приглашать только тех людей, с которыми нам будет комфортно, приятно, и которые не будут нести разрушение и негатив в нашу жизнь. Но бывает так, что мы с вами работаем в коллективе, и, допустим, нам интересно общаться с теми или иными людьми, вне зависимости, это с девочками или с мальчиками. Просто приятно, да, общаться, разговаривать, какие-то, возможно, философские темы обсуждать, какие-то, возможно, советы, рекомендации интересно обсудить. Поэтому приглашайте. Придет человек, это будет, наверное, очень хорошо. Значит, есть шанс, возможность, что вы следующий год проведете с интересными, важными людьми, а также, возможно, вам откроются те энергии, те дороги, которых вам в жизни не хватало. Друзья, мы всех поздравляем с наступающим новым, уже 2022 годом. Желаем, чтобы в вашей жизни все было прекрасно, чудесно, замечательно, чтобы в вашей жизни были только все яркое, интересное и необычное.